Собака бросилась в бушующую реку, чтобы спасти тонущего тигренка. Но то, что дальше сделали тигры, просто невероятно. Рейнджер Алексей Воронцов провел больше 3 десятков лет среди бескрайних просторов тайги на Дальнем Востоке, считая лес и горы своим подлинным домом. Его вечный спутник — белый лабрадор по кличке Айс. Верный и отважный, он всегда шаг в шаг следовал за хозяином, никогда не упуская из виду ни одной детали. В будние дни они патрулировали лесные тропы, фиксировали следы лосей, медведей, амурских тигров, проверяли охраняемые участки, где люди не должны оставлять свой след. Для Алексея тайга была не просто работой. Это была его судьба, его дыхание и его вечный разговор с природой. Но несколько недель подряд лил непрекращающийся дождь. Серые облака окутали сопки, а спокойные ручьи и речушки вдруг превратились в бешеные потоки. Дороги размывало, тропы исчезали под водой, земля сползала вниз, неся за собой камни и деревья, делая каждый рейд одновременно жизненно необходимым и смертельно опасным. Команду рейнджеров пришлось разделить на маленькие группы, рассылая их по всей округе, чтобы они как можно скорее оценили ущерб и помогли дикой природе справиться с бедствием. Алексей вел старенький внедорожник, мотор рычал, пробиваясь сквозь лужи, а дворники едва справлялись с потоками дождя. Айс сидел на заднем сиденье, его уши стояли торчком, а глаза внимательно следили за мутной бушующей рекой, которая бежала вдоль дороги. Небо оставалось тяжелым и низким, гром с молниями следовали один за другим, ветер выл и свистел сквозь щели, усиливая напряжение внутри машины. Вдруг Айс резко поднялся и громко залаял, уперевшись носом в боковое окно, будто заметил что-то необычайно важное. Алексей, встревоженный, резко нажал на тормоз, наклонился, чтобы разглядеть то, что заметила собака. Но за стеклом было только серое марево дождя и воды. В тот миг, когда он еще сомневался, Айс рывком выскочил из машины, пронесся стремительно, как стрела, к реке. Алексей ошеломленно крикнул, звал его обратно, но было уже поздно. Белая фигура исчезла в потоке. Подбежав к берегу, он заметил. В середине бурлящего водоворота что-то маленькое и полосатое изо всех сил боролось за жизнь. Это был тигренок. Его золотисто-рыжая шерсть была темной от воды, глаза широко распахнуты от ужаса, каждое судорожное движение становилось слабее, дыхание срывалось и вот-вот готово было остановиться. Не колеблясь, Айс нырнул в поток. Он плыл изо всех сил, разрезая ярость воды, пока не добрался до малыша и вцепился зубами в загривок тигренка. Стихия крутила их обоих, но белый пес упорно греб, приближаясь к берегу. Алексей бросился вниз, подбадривал его криками, готов был в любой момент нырнуть сам. Наконец, после мучительных минут, Айс вырвался из водоворота и добрался до скользкого берега. Алексей схватил их обоих, вытянул на землю. Сердце гулко колотилось от страха и облегчения. Айс упал рядом, задыхаясь, но не разжал челюстей, пока тигренок не оказался на безопасной земле. Тигренок дрожал, глаза были закрыты, слабое дыхание едва слышалось под шум дождя. Алексей завернул пса и тигренка в полотенце, погрузил обоих в машину и, не теряя ни минуты, помчался в ближайший реабилитационный центр тигров. Там ветеринары приняли малыша. Они очистили его от грязи, проверили сердце и легкие. Тигренок тихо застонал, потом открыл глаза и моргнул. Все выдохнули с облегчением. Айс тоже был осмотрен. Кроме мелких царапин и полного истощения, серьезных повреждений не оказалось. Врач сообщил, тигренок выживет, но ему понадобится особый уход в ближайшие дни. Алексей погладил мокрую шерсть Айса, прошептал «спасибо» и впервые за многие годы почувствовал гордость, которую невозможно выразить словами.
Ему поручили особую миссию — помочь Айсу заботиться о тигренке в полудиких условиях центра. Первые дни тигренок боялся, прятался в углу вольера, глаза его светились тревогой. Айс терпеливо лежал рядом, спокойно издавал глубокие звуки, успокаивая малыша. Однажды тигренок подошел ближе, понюхал пса и вдруг потерся головой о его белую шерсть. С тех пор они стали неразлучны. Играли на траве, гонялись друг за другом по двору, катались, как два брата. Ночами, когда налетал холодный ветер, Алексей видел их свернувшимися вместе, словно родные детеныши. Он все чаще ловил себя на мысли, что Айс будто сам стал частью дикой природы, которую они столько лет охраняли. Дни шли. Здоровье тигренка крепло, его полосатая шубка сияла, а глаза сверкали решимостью. Когда малыш окреп, его перевели в просторный полудикий вольер, где тренировали охотничьи навыки, подвешенная приманка, учебные погони. Айс всегда наблюдал из-за забора, громко лаял, подбадривая друга. Тигренок сначала путался, но постепенно стал прыгать точнее, следить зорче и показывать силу, которая скрывалась в его природе. Алексей записывал каждый прогресс, радовался и в то же время боялся будущего дня расставания. Через год тигренок вырос, его походка стала величественной, а глаза — по-настоящему дикими. Наступил день выпуска. Была подготовлена машина, чтобы отвезти его в отдаленные предгорья, где обитают амурские тигры. Алексей привел Айса, и белый лабрадор тут же бросился облизывать морду друга. Тигренок ласково потерся о него в ответ. Они рычали и лаяли, будто говорили напоследок. Сердце Алексея сжималось. Он обнял Айса и шепнул: «Мы сделали все, что могли». Тигренок оглянулся перед входом в клетку. Его взгляд был долгим и тяжелым, будто он хотел навсегда запомнить образ своего спасителя. Дверь открыли. Он решительно шагнул внутрь. Когда машина добралась до широких лугов у подножия сопок, дверь распахнули. Тигренок выпрыгнул на траву, сделал глубокий вдох свободы и рванул вперед, оставив за собой могучий рев, разнесшийся эхом по долине. Айс сидел рядом с Алексеем, громко лаял в ответ, будто посылал прощальное послание. Алексей положил руку на спину пса и прошептал: «Мы подарили ему жизнь». И образ того бурного дня навсегда остался в его памяти как напоминание о том, что природа хранит чудеса, которые стоит защищать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.